Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман. Это видео посвящено предстоящему новолунию, которое состоится 1 ноября в знаке зодиака Скорпион. Новолуние будет удивительное, потому что Луна будет делать трин, хороший аспект с планетой Сатурн. И все, что будет происходить в новолуние, останется надолго в нашей жизни. Давайте поскорее узнаем подробности. Я сделал прогноз про каждый знак зодиака, поэтому подписывайтесь, наливайте вкусный чай или кофе. Мы отправляемся в небольшое путешествие. Овны, дорогие мои, новолуние будет в вашем 8-м доме гороскопа, а 8-й дом у нас символизирует большие финансы. Деньги, которые мы получаем не по нашей работе. Это могут быть отчисления из соцзащиты, какие-то государственные выплаты, субсидии, это могут быть алименты. Это могут быть зарплата нашего супруга или супруги, зарплата детей, если они с вами живут и приносят деньги в дом. В редких случаях 8-й дом — это еще наследство. Вот там будут какие-то изменения в сфере финансов. Может быть, вы наконец-то оформите что-то, какие-то выплаты, или захотите подать какие-то документы на выплаты, или, может быть, кто-то из супругов лишится зарплаты, или наоборот, заработная плата будет повышена, может и так. Также 8-й дом — это все, что связано с кредитами, с ипотекой, с какими-то займами. Это вообще банковская структура, 8-й дом. Может быть, вы наконец-то решитесь взять кредит, чтобы открыть свой бизнес или вложиться в обучение. Когда новолуние происходит в нашей жизни, это хорошее время для начинаний, дорогие овны. А я уже сказал в начале видео, что будет хороший аспект Луны с Сатурном, и любые начинания в этот период с 30 октября по 3 ноября, они будут надолго в вашей жизни. Поэтому если вы все-таки решитесь взять какую-то сумму денег и вложите в какой-то процесс, то, возможно, этот проект или этот бизнес будет надолго. 8-й дом гороскопа — все, что связано с тайнами, с секретами и вообще наш внутренний мир он символизирует. Поэтому это хорошее время начинать себя прокачивать, начинать в новолуние что-то менять в себе, брать какие-то консультации у психолога или какими-то практиками начать заниматься. И хорошее время однозначно новолуние для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Замечательно. Вот если вы решитесь в новолуние, что все, больше я не занимаюсь вредными привычками, это будет замечательный выбор, дорогие овны. Ну и 8-й дом — это еще и интимная сфера нашей жизни. Там могут быть какие-то изменения, может быть, вы поменяете партнера, или наоборот, ваш партнер станет постоянным. Тоже вполне возможно. И что хочу сказать, любые обещания, которые вам кто-то будет давать в этот период с 30 октября по 3 ноября, эти обещания, они, скорее всего, не исполнятся. В новолуние обещаниям верить не стоит, и долгосрочные планы на обещаниях тоже. Поэтому, пожалуйста, будьте повнимательны, дорогие овны. Тельцы, новолуние будет в вашем 7-м доме гороскопа. 7-й дом символизирует брак, отношения вашего любимого человека. Возможно, там будут какие-то изменения. Ну, к примеру, вы сейчас встречаетесь и решите вместе жить. Или помолвка, или роспись будет у вас. Вы решитесь на этот шаг. Или новолуние может сыграть абсолютно по-другому. То есть, наоборот. Вы решите, что все, нужно ставить точку в отношениях и расходиться, разводиться, тоже вполне возможно. Любые изменения, которые вы предпримете в отношениях, в браке, они будут четкими, и, скорее всего, вы назад уже не вернетесь. Возможно, и так проиграется новолуние. 7-й дом — это еще и сотрудничество. Может быть, у вас свой бизнес, и вы сейчас с кем-то вместе вкладываете деньги в развитие, или, может быть, вы будете нанимать себе сотрудников новых, и они останутся с вами надолго, или, может быть, вы решитесь на какие-то коллаборации с кем-то. Именно в период новолуния с 30 октября по 3 ноября действует новолуние. Начинать бизнес, возможно, вы тоже запланируете такие вещи, и этот бизнес тоже будет надолго с вами. 7-й дом — это еще и судебные процессы, это переговоры. Лучше судебные процессы не начинать в новолуние, иначе они продлятся у вас достаточно долго. Если все-таки вы решитесь разводиться, то лучше
начать этот бракоразводный процесс после новолуния. Может быть, там числа 5 хотя бы. Иначе затянется это все, дорогие тельцы. Также 7-й дом — это переговоры, это интервью, это собеседование. Если вы сейчас ищете работу, то вы можете найти наконец-то организацию или компанию, в которой вы останетесь надолго. Либо вы захотите изменить сферу деятельности и будете искать что-то другое, это тоже вполне возможно. Вообще новолуние — это мотивация что-то изменить, что-то переделать в нашей жизни. Отношения по 7-му дому, или, может быть, работу все-таки поменять, или взять к себе нового сотрудника, нового помощника вы захотите. И 7-й дом — это еще все, что связано с искусством, с культурой, с эстетикой, с красотой. Может быть, вы будете заниматься творчеством, что-то начинать делать своими руками, картины, или, может быть, писать музыку, стихи, фотография, снимать что-то будете. Вот новолуние замечательно для этого подходит, дорогие тельцы, для начинания в плане творчества, поэтому дерзайте. Близнецы, новолуние состоится в вашем 6-м доме гороскопа. Все, что связано с работой и с обязанностями. Возможно, кто-то из вас захочет что-то поменять в рабочем процессе. Может быть, вы будете обязанности какие-то свои перекладывать. Или наоборот, вам предложат новые обязанности и еще за них будут доплачивать. Вполне возможно. Либо вы измените свой статус, вы были безработны, сейчас выйдете на работу куда-то. Или наоборот, уволитесь, решитесь, что все, с меня хватит, нужно искать что-то другое, нужно в чем-то себя реализовывать. Могут такие мысли, такие действия вас посетить в новолуние. Либо это будут изменения в графике работы, или вас переведут в другой отдел. Это может быть в том числе карьерный рост, вполне возможно. Но за карьерный рост отвечает 10-й дом. 6-й дом все-таки больше за обязанности, за нашу основную работу. Может быть, действительно будут какие-то изменения. С 30 октября по 3 ноября действует новолуние. Вот в этот период, дорогие близнецы, будьте повнимательнее. 6-й дом гороскопа также означает и домашних питомцев. Может быть, вы наконец-то решитесь взять кошку, собаку из приюта, или кто-то вам отдаст питомца, или, возможно, вы будете думать о том, как бы было хорошо, если бы у меня была бы кошечка, и какой бы был бы уют дома. Могут быть такие мысли у вас. И вы захотите, может быть, в будущем взять все-таки домашнего животного. 6-й дом символизирует наше здоровье, наше лечение. И вот здесь, возможно, кто-то из близнецов будет начинать какую-то профилактику. Новолуние — это начинание. Либо обследование какое-то вы начнете, либо вы начнете лечение. Это хорошее время для консультаций. И самое главное, что хочу сказать, в период новолуния, а еще когда трин с Сатурном происходит в это время, все затягивается. Поэтому, если все-таки вы решитесь, дорогие близнецы, на какое-то лечение или лечь на какое-то обследование, оно может немного затянуться. Я советую все-таки немножечко начать чуть попозже обследование, может быть, с 5 ноября, но желательно не в новолуние. 6-й дом гороскопа — это еще все, что связано с ремонтом. Кто-то из близнецов может затеять ремонт, начать ремонт или наконец-то его закончить. Может быть, вас посетит желание вообще все поменять. Поменять мебель, поменять шкаф, передвинуть мебель, перестановку затеять. Вот как-то такие могут вам мысли новолуние прийти. Это время хорошо подходит для постановки целей на будущее, дорогие близнецы. Может быть, действительно, вы запланируете какую-то операцию, или, может быть, вы будете делать зубы, или, может быть, вы будете обращаться к каким-то врачам, и вы запланируете это, что все, нужно обратиться, нужно вылечить какую-то болячку, хватит ее терпеть, или я хочу узнать, что происходит с организмом. Хватит, нужно что-то делать. Вот как-то вы можете решиться на то, чтобы поставить впереди как цель свое здоровье. И это, на мой взгляд, замечательно, дорогие близнецы. Я желаю вам только удачи. Раки, дорогие мои, новолуние будет в вашем 5-м доме гороскопа, а 5-й дом — это дом радости, это дом любви, дом детей. И поэтому здесь, возможно, кто-то из вас решится на то, чтобы завести ребенка. Или, может быть, будут какие-то разговоры, и вы поймете, что да, нужно планировать, или нужно
как-то все рассчитать наперед, прежде чем рожать. То есть как-то вот вы захотите, возможно, эту тему действительно привнести в свою жизнь. Если у вас уже есть дети, то, возможно, с ними будут какие-то изменения. Может быть, они переедут куда-то, если они уже взрослые. Или будут какие-то изменения в их учебе, или в каких-то привычках, или в творчестве. Пятый дом символизирует творчество. Может быть, вы поможете своему ребенку как-то реализовать себя. Это хорошее для этого время. Пятый дом гороскопа отвечает за бизнес, за собственный бизнес. Это хорошее время, чтобы начинать свой бизнес, дорогие раки. Потому что когда Луна в трине с Сатурном, это надолго. Долгосрочное что-то будет в нашей жизни. Если вы откроете все-таки свой бизнес, начнете им заниматься, то это будет надолго. Также пятый дом отвечает за спорт. Хорошее время, чтобы начинать заниматься спортом, прокачивать себя, возвращаться в спорт, заниматься йогой, заниматься медитациями, практиками. Это хорошее время с 30 октября по 3 ноября. Дорогие раки, у вас будет мотивация, у вас будет энергия. Новолуние, оно просто скажет «да». Делай, просто займись, просто начни действовать. И вы, возможно, действительно захотите начать заниматься спортом. Это хорошее время для очищения организма, новолуние, и для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Если вы хотели, то это замечательный период, дорогие раки. Избавляйтесь от вредных привычек вот в это время. Пятый дом, как я уже сказал, это любовь, это флирты, это романтика. Поэтому, возможно, вы найдете какого-то человека, который вам очень сильно понравится, и вы захотите с ним построить отношения. Или уже есть такой человек в вашей жизни, но никак как-то не получается настроить длительные вот эти вот взаимоотношения. И вот новолуние, возможно, у вас наконец-то получится, дорогие раки, предложить вместе жить. Или, может быть, чаще встречаться, может и так. Если вы одинокий представитель знака зодиака Рак, то, возможно, вы как раз с кем-то познакомитесь в этот период. И это знакомство будет долгим. То есть это надолго, дорогие раки. И также пятый дом гороскопа отвечает за самовыражение, за то, чтобы мы проявляли себя, чтобы мы как-то самореализовывались. Это хорошее время, чтобы заявлять о себе, о своих каких-то услугах или о своем творчестве, показывать свое творчество кому-то. К вам могут прийти новые клиенты за вашими услугами, новые подписчики. Кто-то вами может заинтересоваться в новолуние, дорогие раки. Самое главное, не стесняйтесь, действуйте. Новолуние – это сильная энергия, это мотивация. Так что вперед, я за вас держу кулачки. Львы, дорогие мои, новолуние будет в вашем 4-м доме гороскопа, а 4-й дом символизирует у нас родителей, маму или папу. С ними будет больше общения, больше звонков. Может быть, вы будете просить их о чем-то, чтобы они вам в чем-то помогли. Или наоборот, ваша помощь им потребуется в новолуние. Также 4-й дом – это переезды. И здесь, возможно, кто-то из львов задумается о том, что нужно переехать в другой город. Или по работе нужно будет куда-то переехать поближе к работе. И вы будете задумываться или уже предпримите какие-то действия, какие-то решения. Может быть, вы будете встречаться уже с риэлторами или смотреть рынок недвижимости. Может быть, вы будете уже рассчитывать бюджет на будущий съем квартиры или съем дома. Новолуние – это изменение, поэтому все, что касается переездов, для вас это будет, возможно, актуально. Еще также 4-й дом – это недвижимость, своя собственность. Может быть, вы наконец-то сдадите свою квартиру, которую никак не могли сдать. Или дом, или дачу будете продавать. Вот какие-то, может, даже купли-продажей заниматься. Или все, что связано с ипотекой, рефинансированием вы можете заняться. Перейти в другой банк, как-то обсуждать проценты по недвижимости. Может быть, вы хотите взять ипотеку, и это будет для вас тоже актуально достаточно, дорогие львы. Новолуние – это момент, когда нужно избавляться от вредных привычек, дорогие львы. Поэтому если вы планировали перестать курить или что-то еще, то с 30 октября по 3 ноября – это идеальное время, дорогие мои. Когда Луна делает трин с Сатурном, это надолго. Если вы бросите какую-то вредную привычку, возможно, вы даже к ней никогда не вернетесь больше. 4-й дом еще означает у нас нашу родину, там, где мы родились, провели детство, где мы учились. Нас может потянуть домой. Мы можем вернуться домой в этот период, принять решение, что все, хватит, я возвращаюсь к родителям, или я возвращаюсь в отчий дом на какой-то, возможно, даже период.
но надолго, скорее всего, потому что, опять же, повторюсь, трин с Сатурном — это что-то надолго. Либо вы будете ставить перед собой какую-то новую цель касательно родного дома. Может быть, вы захотите у себя дома сделать ремонт или прикупить что-то. Это будет для вас новая цель, и вы захотите ее поскорей добиться, дорогие львы. Также четвертый дом — это забота, это опека. Возможно, вы решитесь взять под свое крыло чужую жизнь. Может быть, это будут родственники. Может быть, вы захотите помочь племяннику, брату, сестре и возьмете к себе жить в свою квартиру или что-то с этим связанное. Может быть, бабушке своей будете помогать, ее чаще навещать. Вот как-то так может проиграться новолуние для вас, дорогие львы. Девы, новолуние будет в вашем третьем доме гороскопа, а третий дом символизирует у нас обучение. Возможно, кто-то из вас наконец-то решится: все, иду обучаться, покупаю курсы, повышаю квалификацию. Может быть, вы будете, если вы сейчас уже учитесь, выйдете на новый уровень, то есть вы сдадите экзамены и начнете уже практиковаться. Этот период для этого подходит, дорогие девы. Любые начинания в плане обучения подходят, поэтому все зависит только от того, готовы ли вы или нет. Новолуние даст вам энергию на то, чтобы вы двигались вперед. Третий дом гороскопа — это общение, это звонки, это коммуникации, это какие-то поездки. Встреч, возможно, будет много. С 30 октября по 3 ноября, вот этот период действует новолуние. Может быть, вы с кем-то познакомитесь или с кем-то будете общаться, какой-то новый человек может к вам прийти в ваше окружение, и это общение будет надолго. Потому что Луна делает трин к Сатурну в новолуние, и все это затягивается. Поэтому, возможно, действительно кто-то, какой-то друг появится в вашей жизни новый. Транспортные средства — это тоже третий дом гороскопа. Может быть, вы наконец-то поймете, что все, мне нужна машина, больше без нее не могу, и это станет для вас новой целью. Новолуние — это новые цели. Может быть, вы поймете, что все, хочу купить эту машину, буду на нее работать. Или если у вас уже есть машина, вы захотите ее изменить как-то. Может быть, перекрасить, может быть, в салоне что-то изменить, потому что новолуние еще и изменения у нас символизирует. Третий дом гороскопа — это все, что связано с куплей-продажей, какие-то сделки, возможно, у вас будут в этот период, и вы захотите действительно либо что-то продать, это может быть машина в том числе, либо что-то купить. Это могут быть и транспортные средства, и какие-то курсы, как я уже говорил в начале, что это вот момент, когда вы решитесь либо что-то купить, либо что-то продать. Вот это время подходит для этого. Третий дом гороскопа — это брат или сестра, поэтому, может быть, вместе вы будете что-то делать, может быть, обучаться вместе пойдете, или посоветуетесь с братом или сестрой, куда лучше пойти учиться. Или это будет много общения с родственниками, и, возможно, кто-то из вас, либо вы, либо ваш брат, либо ваша сестра, как-то вас, знаете, зажгут на какие-то новые цели. Может быть, вы вдохновитесь чем-то вот в этом общении с родственниками, и вы поймете, озаритесь, что все, я хочу добиваться вот этой конкретной цели. Возможно, и так проиграется новолуние. Но это время также подходит для того, чтобы очищать свой организм, чтобы отказываться от вредных привычек. Поэтому здесь я вам желаю удачи, дорогие девы. Весы. Новолуние окажется в вашем втором доме гороскопа. Второй дом символизирует финансы, деньги. Поэтому здесь, возможно, вы наконец-то что-то решитесь изменить. Если вы сейчас без работы, то, скорее всего, вы что-то найдете в этот период. С 30 октября по 3 ноября новолуние действует. Если вы выйдете куда-то на работу, то это будет надолго. Напоминаю, что Луна делает трин с Сатурном. Сатурн — планета, которая продлевает в нашей жизни какие-то вещи. Поэтому здесь, если вы все-таки решитесь на смену работы или на выход на новую работу, эта работа будет долгая, достаточно в вашей жизни. Надолго, так сказать. Либо это будут изменения в финансовом плане. Может быть, вы захотите больше зарабатывать и решитесь выходить на подработку. Либо вы будете начинать на чем-то зарабатывать. На своем хобби, на своем творчестве, на своих услугах. Может быть, вы давно уже к этому стремитесь, и в новолуние вы можете уже достичь каких-то результатов в этом смысле. Самое главное — не бояться, дорогие весы. Действовать, идти вперед, верить в себя. Это очень важно. Новолуние подходит для того, чтобы очищать свой организм,
отказываться от вредных привычек. Это хорошее для этого время, поэтому дерзайте, дорогие весы. Второй дом гороскопа еще отвечает за комфорт в нашей жизни. Может быть, вы будете что-то менять в доме в своем или что-то покупать себе вы захотите, только чтобы ощущать вот этот вот комфорт, который вы прям себе напридумывали. Может быть, какую-то определенную шубу вы хотите, или определенный подсвечник, или определенный стакан, определенный чайник. Вот как-то немножечко комфортные условия вы захотите прибодрить или изменить в своей жизни. Это тоже для этого время оно подходит. Ну и еще также добавлю, что в новолуние не стоит доверять незнакомым людям и верить обещаниям, а особенно строить на каких-то обещаниях свои долгосрочные планы, потому что обещания в новолуние чаще всего не исполняются. Скорпионы, дорогие мои, новолуние будет в вашем знаке зодиака, в первом доме гороскопа. Это идеальное время для того, чтобы изменить свою жизнь. Новолуние, оно символизирует изменения, перемены. А первый дом гороскопа отвечает за нас, за наше мировоззрение, за то, как мы видим мир, как мы себя ассоциируем в мире, с чем мы себя ассоциируем в мире, как мы хотим жить. Поэтому, может быть, кто-то из скорпионов решится, что все, надо менять жизнь. Нужно как-то по-другому жить, нужно по-другому зарабатывать, нужно больше зарабатывать, нужно менять локацию, нужно менять машину, нужно менять квартиру. Вот что-то вы захотите изменить. И, возможно, даже в себе. Это хорошее время для психологических практик, для того, чтобы прокачивать себя. Может быть, философия вас заинтересует, тоже вполне возможно. Но также напомню, что Луна будет делать трин с Сатурном в новолуние. И любые изменения, они будут надолго в вашей жизни, дорогие скорпионы. Первый дом гороскопа символизирует еще у нас и наши способности, скрытые способности, которые мы иногда можем и не замечать. Мы можем что-то делать лучше остальных и не концентрироваться на этом. А потом нам кто-то говорит: да у тебя все получается, да у тебя это получается, то получается. А вы в себя можете не верить. Поэтому это хорошее время для того, чтобы прокачивать свои таланты. Вытаскивать из себя творчество, хобби, вот все, что вам приносит радость, и на этом стараться как-то изменить свою жизнь. Хорошее время для самореализации, это тоже новолуние подходит замечательно. Ну и очищение организма, избавление от вредных привычек, это тоже новолуние, дорогие скорпионы. Если вы решитесь отказаться от чего-то, то, что наоборот вас тяготит, какая-то вредная привычка, то, возможно, вы к ней больше и не вернетесь никогда. Вполне возможно. Ну и первый дом символизирует нашу внешность. Может быть, вы решитесь как-то себя изменить и больше не возвращаться к тому образу, который у вас был. Может быть, вы сделаете новую прическу и все, она просто вас изменит внешне, и никто вас узнавать не будет. Или вы решитесь прокачивать тело, ходить в спортзал, в бассейн, как-то менять свой стиль, может быть, в одежде. Вы что-то будете покупать и носить, что-то другое, что раньше не носили. Вот какие-то изменения, в том числе и внешне, вы захотите привнести в свою жизнь. И опять же, эти изменения будут с вами надолго. Я желаю вам удачи. Стрельцы, дорогие мои, новолуние окажется в вашем 12-м доме гороскопа. А 12-й дом – это дом завершения чего-то, завершения какого-то проекта, какой-то задачи, какой-то проблемы в вашей жизни. Новолуние действует с 30 октября по 3 ноября. И вот этот период, возможно, вы поставите в чем-то точку. Возможно, что-то из прошлого за вами тянется. Или прошлое не дает вам идти вперед. Может быть, вы постоянно оглядываетесь, постоянно пытаетесь решить проблему, которая сейчас не решается. Или отпустить что-то вы сейчас не можете. Нужно, но не можете. Вот новолуние может придать вам силы, мотивации, что все, хватит, нужно расстаться с этим человеком. Или нужно отцепить себя от проблем родственников и заняться своей жизнью. То есть вы захотите изменить свою жизнь в период новолуния, но нужно будет от чего-то отказаться, что-то закрыть, какую-то дверь в прошлое, какую-то точку поставить в очень давней проблеме какой-то. И тогда ваша жизнь изменится, и это будет надолго, потому что Луна будет делать трин с Сатурном, и все вот это прям как-то по-другому у вас заиграет жизнь. Если вы поставите в чем-то точку. В чем конкретно я вам не скажу, у каждого свои ситуации, но в основном стрельцы должны будут сориентироваться
как-то сконцентрироваться над какой-то проблемой из прошлого и поставить точку. У вас это может получиться в новолуние, дорогие стрельцы. 12-й дом гороскопа – это уединение от внешнего мира, изоляция, то есть это могут быть больницы, это могут быть ретриты, отели, санатории, гостиницы, какие-то кабинеты врача, к примеру, изоляция, стены стоят. Поэтому, может быть, вы захотите лечь на обследование или, может быть, посетить какого-то врача и начать прокачивать свое здоровье, потому что новолуние – это все, что связано с начинанием в нашей жизни, что-то новое, новая энергия, новые начинания в жизни. Может быть, вы захотите куда-то отправиться, в какое-то место, где вы ни разу не были, и немного там пожить, немного начать, может быть, с чистого листа что-то в своей жизни. 12-й дом – это дом тайн, дом самоанализа, дом психологии. Это хорошее время, чтобы начинать заниматься практиками психологическими, или прокачивать себя, или избавляться от вредных привычек, или какие-то проходить курсы психологические, ну, к примеру, как поверить в себя, как управлять людьми и прочее, прочее. Вот если вы начнете в новолуние этим заниматься и практиковать сразу, вы это запомните, и это вам поможет по жизни, дорогие стрельцы. 12-й дом гороскопа символизирует еще и оккультные науки. Если вы хотели изучать астрологию, таро, нумерологию, вот этот период с 30 октября по 3 ноября идеально для этого подходит. Если вы начнете, вы закончите это обучение и, возможно, даже реализуете свой потенциал, дорогие стрельцы. Все будет зависеть только от вас. Действуйте. Если вы чувствуете, что нужно что-то менять, закрывать дверь в прошлое или начать как-то прокачивать себя, какие-то свои навыки или какие-то свои способности, вот этот период идеален. Дерзайте. Козероги, дорогие мои, новолуние состоится в вашем 11-м доме гороскопа, а 11-й дом – это дом интернета. Поэтому, если вы планировали открыть свой интернет-магазин, или, может быть, социальную сеть вести какую-то, может быть, вы менеджеры, будете брать новые проекты, или страницу заводить в интернете, то это хорошее для этого время, новолуние. Оно действует с 30 октября по 3 ноября. Хорошее время, чтобы вкладываться в рекламу, показывать себя, заниматься вообще вот все, что связано с интернетом, начинать какие-то проекты. Вот это вот хорошее время, козероги. 11-й дом – это друзья, это единомышленники, это наши коллеги, которые нас любят и принимают такими, какие вы есть. Поэтому, возможно, вы начнете с кем-то дружить, с человеком, с которым вы никогда бы не подумали, что будете общаться. Или, может быть, к вам в жизнь придет новый человек, и он станет для вас другом или подругой. Либо вы захотите поменять свое общество, то есть вы, может быть, перейдете в другую компанию. Раньше вы общались только с одними людьми, а сейчас поймете, что вам нужны абсолютно другие. Или вы перестанете с кем-то общаться, скажете: все, хватит, с этим человеком я не общаюсь, он тянет меня на дно, поэтому дай-ка я лучше пообщаюсь вот с человеком, который что-то добился, я буду у него учиться. Может и так проиграться новолуние. В этот период времени хорошо бы очистить свой организм, перестать питаться вредной пищей и отказываться от вредных привычек. Идеально для этого время, козероги. С 30 октября по 3 ноября действует новолуние. И напомню, что когда Луна в трине с Сатурном, все затягивается в нашей жизни, поэтому если вы бросите вредную привычку, возможно, вы к ней даже и не вернетесь потом. 11-й дом гороскопа – это дом мечты, это дом надежды, вообще это дом будущего. Поэтому, может быть, вы будете планировать, какая-то новая цель будет у вас, изменить свою жизнь, изменить себя. Или, может быть, вы захотите свободы, потому что 11-й дом – это дом свободы, дом перемены. Может быть, вы запланируете, что вот сейчас отдам кредит, выдохну и, наконец-то, полечу в другую страну, буду путешествовать. Или, может быть, какая-то цель вы перед собой поставите, чтобы вот какие-то оковы себя скинуть, перестать нести какую-то ответственность, которую вы вот до сих пор несете по жизни, и она вас отталкивает назад или не дает сделать шаг вперед. Вот вы захотите свободы, вы захотите вот от чего-то избавиться в будущем, не сейчас, а в будущем. Вы как будто будете жить в будущем, в новолуние. Это хорошее время для постановки цели, еще раз повторюсь.
И 11-й дом про будущее в том числе. И также этот дом символизирует у нас гостеприимство. Это хорошее время, чтобы ездить по гостям, чтобы общаться, чтобы приглашать к себе в гости единомышленников, коллег. Может быть, у вас общий бизнес или какой-то проект. Вот чем больше вы будете приглашать к себе гостей, тем больше вы будете вдохновляться, можно так сказать. Ну и новолуние — это еще и хорошее время для таких начинаний, как общественная деятельность, волонтерство, помощь другим людям. Может быть, действительно вы захотите куда-то пойти, может быть, в соцзащиту работать или кому-то помогать вы захотите в этот период. Ваша помощь будет актуальна и очень нужна, поэтому дерзайте. Водолеи, новолуние будет в вашем 10-м доме гороскопа, а 10-й дом символизирует у нас карьеру, профессию, наше призвание. Поэтому вот здесь, в этот период, новолуние действует с 30 октября по 3 ноября. Возможно, вы примете решение вообще сменить сферу деятельности, вообще пойти в другую профессию. Или, может быть, вы думали об этом, что все, нужно что-то менять. Новолуние — это изменения в нашей жизни, перемены какие-то. И вы решитесь уже на какой-то подвиг, на какой-то шаг вперед. Может быть, вы уже планировали куда-то уйти, или у вас уже были какие-то планы на этот счет, и вот в новолуние уже будут какие-то действия. Либо это будет общение с руководством по поводу карьерного роста. Может быть, вы запросите для себя другие условия работы в этот период. Потребуются изменения, как будто вы, знаете, застоялись и нужно что-то переделать. Нужно как-то вдохновить себя и всех вокруг на какие-то перемены. Может быть, вы подумаете о том, что нужно что-то изменить в обязанностях, потому что эти обязанности уже устаканились, и они уже больше не активные, не рентабельные, не приносят никакого результата. Может быть, вы будете действительно неким таким, знаете, винтиком, который повернет и изменит вообще весь рабочий процесс. Может быть, от вас это как раз сейчас и зависит, дорогие водолеи. Начальство 10-й дом символизирует, поэтому, опять же, все, что связано, как я уже сказал, с карьерным ростом, вы можете стать начальником в новолуние. Нужно будет проявить мотивацию и энергию. Новолуние как раз и дает это все. И мотивацию, и энергию. Самое главное — не лениться в этот период, водолеи. Либо это будут какие-то кабинеты власть имущих, какие-то органы власти. Может быть, вы будете их посещать и о чем-то договариваться, с чиновниками, к примеру, о чем-то договариваться. У вас может это все получиться. 10-й дом гороскопа еще символизирует у нас документы, официальное подтверждение, какие-то сертификаты, лицензии, дипломы, аттестаты, медицинские книжки, водительские права. Может быть, вы поставите перед собой цель получить водительские права или какую-то лицензию, или, может быть, диплом какой-то захотите, то есть обучиться чему-то, повысить квалификацию, чтобы повысить уровень карьерный, свой рост. Может быть, вам не хватает какого-то диплома для того, чтобы вырасти. Вы задумаетесь, чтобы получить этот диплом, что нужно для этого делать. Новолуние — это новые цели. Может быть, вы действительно поставите перед собой цель пойти учиться и получить эту бумагу, которая вам поможет. И также новолуние подходит для того, чтобы очищать свой организм, перестать вредно питаться, перестать заниматься вредными привычками, поставить на них крест. Луна делает трин с Сатурном в этот период с 30 по 3. И вот если вредные привычки вы бросите, возможно, вы к ним никогда больше не вернетесь. Самое главное — мотивация и энергия. Новолуние вам поможет. Рыбки, дорогие мои, новолуние состоится в вашем 9-м доме гороскопа, а 9-й дом символизирует у нас высшее образование, изучение всего нового. Возможно, вы наконец-то начнете что-то изучать, или куда-то поступите, или какие-то курсы купите, или книги какие-то. Может быть, вы будете смотреть видео, лекции о чем-то и обогащать свой уровень знаний. Этот период идеально для этого подходит, дорогие рыбки. Если вы хотели обучиться чему-то, дерзайте. 9-й дом гороскопа — это путешествие, это дальние поездки, это эмиграция в некоторых случаях. И, возможно, кто-то из вас задумается о том, что нужно переезжать. Новолуние — это изменения, это перемены в нашей жизни. Возможно, вы захотите переехать в другой дальний город, вообще далеко от дома, там пожить. Или вообще в другую страну действительно уехать. Будет либо мысли такие, либо вы уже шаги какие-то предпримете. Или если вы уже переехали,
Возможно, это место, где вы сейчас живете, вас не так устраивает, и вы захотите, может, еще куда-то переехать. Может так проиграться новолуние. Девятый дом гороскопа символизирует у нас религию, поэтому, может быть, вы будете менять веру, или, может быть, наоборот, вы будете чаще посещать какие-то религиозные места, либо, не знаю, открывать перед собой что-то такое святое, какие-то знания, может быть и так. Девятый дом гороскопа — это юридические дела, суды. Может быть, вы там захотите либо подать какое-то заявление, или начать что-то рассматривать, или что-то закончить в судебном процессе. Все поставить точку и больше к этому не возвращаться. Это будет энергия новолуния, будет вас на это, так сказать, устремлять, дорогие рыбки. Девятый дом — это еще и учительство. Может быть, вы будете преподавать, начнете преподавать в этот период. Либо вы будете вести за собой людей. Может быть, вы станете руководителем отдела, и за вами будут уже весь коллектив за вами тянуться. Или вы будете кому-то что-то советовать в этот период, и ваши советы могут изменить жизнь другому человеку. Новолуние может и так проиграться, дорогие рыбки. В этот период с 30 октября по 3 ноября хорошее время, чтобы избавляться от вредных привычек, и, возможно, вы к ним больше не вернетесь, потому что Луна будет делать трин к Сатурну. Это надолго, так сказать, поэтому дерзайте, дорогие рыбки, отказывайтесь от вредных привычек, очищайте свой организм, отказывайтесь от вредной пищи. Это идеальное время для того, чтобы наконец-то немного себя обновить, дорогие рыбки. Ну и также не стоит верить обещаниям новолуния, потому что на обещаниях не нужно строить в этот период какие-то свои дальнейшие действия. Обещания могут не сбыться. Дорогие зрители, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. С удовольствием их почитаю. Желаю вам в новолуние обрести свободу, если вы не свободны. Влюбиться, если вы еще одиноки. Сохранить союз, если у вас уже есть отношения и семья. Не бойтесь начинать что-то сначала, не бойтесь делать шаг вперед, ведь жизнь не состоит только из каких-то бытовых вещей. Мы счастливы только тогда, когда мы что-то делаем. Поэтому вдохновляйтесь, дорогие мои, стремитесь вперед и всегда, всегда верьте в себя. Всем до свидания.